Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван, и в руках у меня Sony A7 Mark IV. Здесь у нас разорванные шторки. В предыдущем ролике я рассматривал эту же камеру и сравнивал ее с той, которую ремонтировали. Эту камеру включать я сейчас не буду, по причине того, что уже сейчас у нас шторка там загнулась. А такое загибание шторок чревато повреждением фильтра. По состоянию байонета вы видите, что камера боевая, пробег здесь большой, в конце видеоролика узнаете. Сегодня я поставлю механику взвода затвора от A7R3 A7M3 и, конечно же, затвор от A7R3 A7S3. Камера довольно много проработала, и поэтому ее внешнее состояние вот такое грязненькое. Я ее обязательно почищу при помощи нашего набора Small Kit 1, а матрицу почищу при помощи нашего набора Pro Kit 1. Камера A7M4 не имеет на борту хорошего теплоотведения на Bluetooth Wi-Fi модуле, и именно поэтому при длительной работе они могут выходить из строя. Сегодня я решу эту проблему, установив теплоотведение. Здесь я вижу точно то же самое, что и в той камере. Гармошка и уже отклеивающаяся вот эту часть, видите? Она здесь не крепится. Если я ее размочу сейчас, она слезет, и там будет вместо стандартного клея, который используется вот в этой термопрокладке, будут использоваться наклеивающиеся термопрокладки белого цвета. Смотрим. Нет, тут они светло-серые. И это, похоже, даже не термопрокладка, а просто липкая лента. Вот в этой области на задней панели под определенным углом видно отпечаток, и он смыт. Обратите свое внимание вот на этот разъем Type-C. Здесь вы видите по обе стороны от платы нагрев. Это цвета побежалости. Это говорит о том, что плата в этом направлении грелась очень часто, а это бывает, когда мы используем Type-C, ну, например, для зарядки. Смотрите, видите, вот здесь отпечатки, или что это? Это, скорее всего, так. Возможно, был нижний подогрев и ремонт этой платы когда-то, однако это может быть также тепло отсюда распространилось вот сюда. Но наличие вот этих отпечатков, которые произошли явно от того, что плату снимали и держали, но держали их в перчатках, как я и говорил до этого. То есть, ну, здесь производились работы, это точно. Здесь вы также видите вот эту гармошку, немножко есть повреждения. Здесь они тоже наклеены на липкую ленту вместо клея. Также обращаем внимание на винты, в центре которых мы уже не увидим никаких белых следов, потому что эти винты не откручивались здесь. И вот вам для понимания винт, который никогда не выкручивался, а сразу с завода закрутили. Вот так он не блестит, никакой в сердцевине блеска вообще нет и нет никаких замятостей. Если мы просто сфотографируем вспышкой в центр винта, то будет так. Так, штора здесь оборвалась и вышла вот сюда, попав в механизм. Сейчас посмотрим матрицу. Здесь только загрязнение. Кладем пока сюда, с ней займемся при установке. Вот затвор, вот механика взвод затвор. У затвора RS серии очень мощные шторы и имеется дополнительный вот такой тормозной компенсатор, который, в общем-то, позволяет сохранить жизнь механики на дольше.
Ну и, конечно, качество сборки материала, они тоже увеличивают срок службы затвора. А вот эти штуки абсолютно одинаковые, что на R-серии, что на M-серии, что на S-серии. Вот такой медный экран добавляю на на прокладку, фиксирую. Вот, друзья, камера приведена в порядок, внешность ее тоже радует. Давайте включим, посмотрим. Стартуем. Так, загорелись языки. И судя по языкам, ну тут тоже все активировано. Это скорее всего тоже какой-нибудь типа Нью-Йорк Богота, а на деле АП-2. И мы здесь видим, что русского языка даже нет. Что ж, подключаем к программе Tornado SNY и меняем регион. Подключаем Type-C. Так, камера отреагировала, но как зарядка. Да, нам нужно USB Mass Storage Device. Выбираем Mass Storage Device и подключаем заново. Все, теперь как надо. Ну вот камера перезапустилась, и теперь мы видим список языков европейского региона. И, соответственно, если я сейчас выберу русский язык, я его выберу, и пройдем дальше установку, ввод даты времени, Берлин, Париж по умолчанию, что соответствует региону Европы. Выбираем, ставим время. Готово. Нажимаем ОК, подтвердить. Да, все. И теперь самое интересное. Это отключаем. Так, оно все мурлыкает и работает. Но самое интересное другое. Смотрите. Как вы видите, пробег на этой камере 640-884 тысячи кадров. И регион АП-2, Азия. Сейчас Wi-Fi в диапазоне 2,4-5 ГГц работает на своих частотах правильно. Соответственно, отваливать больше не будет. Ну и перегреваться не будет. Перезапускаю камеру. Ну и все, и работает. Все, теперь русское меню. Все работает как надо. И у этого аппарата теперь большое будущее. Аппарат шел в комплекте вот с этим аккумулятором, а также вот с этой площадкой. Площадку на место зацепил, сильно не затягивал. Возможно, ее нужно как-то по-другому будет зацепить. Там уже на месте определяться. Аппарат готов к работе и в ближайшее время отправляется к своему владельцу. И я очень надеюсь, что владелец напишет в комментариях, как и при каких условиях он снимает, что у аппарата такой огромный пробег. Я думаю, с таким подходом это будущий миллионник. Ну и по традиции, в конце ролика я отвечаю на ваши вопросы, которые вы оставили в комментариях к предыдущим роликам. Правда, что можно поставить это A7R затвор? Да, в общем-то сегодня мы этим и занимались.
Ну а я напоминаю, что самый лучший способ поддержать наш канал — это приобретение наших замечательных наборов. По ссылке в описании вы можете это сделать. Сегодня при помощи набора ProKit 1 я почистил сенсор камеры, при помощи SmallKit 1 очистил корпус фотоаппарата, ну а китстартером я не пользовался. Каждый набор содержится в себе небольшой урок, который позволит вам расширить свои знания в области очистки техники. Ну а с вами, как всегда, был я, Иван, канал Digital Shaman. Про лайки, подписки и комментарии вы не забывайте. Ну и, конечно же, пишите ваши вопросы в комментариях, на которые я в дальнейшем дам ответ. Всем пока!